Привет, мои дорогие девочки! Мы сделаем с вами такой вот расклад интересный по вашим комментариям продажи квартиры. Сделайте расклады, пожалуйста. И мы, девочки, сейчас посмотрим, сделаем один расклад без вариантов. Мы не будем смотреть, продадите ли вы или не продадите, потому что у кого-то недвижимость, уходит быстро, а у кого-то должна, как говорится, отстояться, да. И дело в том, что это всегда связано с другими людьми. То есть вы, когда продаете квартиру, очень часто она не пришла нам, например, когда мы ее сами заработали или сами там построили и все остальное. Иногда, очень часто мы продаем квартиру, которая достается нам в наследство, там доли, части, либо полностью какие-то. И оно еще завязано на тех людях, которые были этими хозяевами, да, в какой-то определенный момент жизни, скажем так, этой недвижимости. И сейчас мы просто с вами посмотрим, вот чего ожидать, и советы сделаем с вами, вот как продать дом, квартиру в этом 2025 году, чтобы вы могли разобраться. Во-первых, девочки, даже без карт Таро я вам скажу одну вещь. Когда вы что-то продаете, это надо оттуда, с дома, с квартиры, надо убрать фонящие какие-то вещи. Потому что в эту квартиру входит всегда покупатель, не тот, который хочет вам просто деньги за эту недвижимость сдать, да. Он приходит, и первое, о чем он думает, как я буду здесь жить, или как я буду эту недвижимость использовать там в коммерческих каких-то целях своих, или будут ли жить тут мои дети и все остальное. И вот обратите внимание, даже вот когда вы что-то выбираете, да, вот входите в чужой дом, вот просто вы уже думаете, там, тут у меня будут такие-то обои, здесь будет кровать стоять, вот меблировку, все, как вы ходите, вы все это представляете, правильно? И вся загвоздка заключается в том, что когда входит вот этот покупатель, да, который хочет купить ваш дом, вашу квартиру, да, офис, там, любую там коммерческую недвижимость, например, как берут, да, они думают, куда поставить станки, как будут другие люди рабочие, например, добираться на этот завод и все остальное, это тоже имеет большое значение. Но и это бизнесмены, они пишут буквально в своих бизнес-планах все, даже расположение, координаты, съемку топографическую делают такой местности своей. А когда это касается просто домов и квартир, которые люди выбирают, они в основном основываются, то есть им нравится или не нравится, есть ли у них то чувство хорошее или не есть. Для того, чтобы у них было это чувство, чтобы они почувствовали себя как дома, им нужно пространство, вот этот белый лист, для того, чтобы они могли по белому листу, по этой энергетике вселиться именно мозгами, вселиться своей энергетикой на вашу территорию. Иногда, например, вы тоже учитываете тот момент, кто, например, если это квартира, кто под вами живет, да, сумасшедшие бабки какие-нибудь, да, кто над вами, там какие-то все остальное. И желательно всегда, вы заметили, что в основном это умалчивается. Почему? Потому что вы с кем-то можете конфликтовать, но не факт, что, например, ваши покупатели, когда они купят вашу недвижимость, будут, например, с соседями конфликтовать. Потому что у всех разные энергетики, и эти бешеные бабки, знаете, не сунутся туда, куда, например, идет новый покупатель жить. К примеру, да, мы сейчас будем более узко говорить про дома и квартиры жилые. Поэтому первое правило, девочки, желательно продавать без мебели, да, потому что мебель, где люди сидят, спят, обязательно, вот знаете, что мешает всегда? Кровати, девочки. Вот, потому что человек, многие боятся своей спальни показывать. Если рум-туры кто-то проводит, да, обратите внимание, что спальни не всегда показываются, да, потому что это типа что-то личное и все остальное. Поэтому, если вы хотите продать свою недвижимость, дом, квартиру, с меблировкой, то обратите внимание, что все-таки надо без кровати, либо кровать должна быть новая, да. М.
Но смотря как вы продаете. То есть желательно без кровати, чтобы человек сам поставил в мыслях вот это место, определил, где он будет спать. Если он определит, это уже полдела сделано, да. Потому что второе, где он будет есть. Тоже очень важно. Третье, где он будет свои дела делать, да, то есть туалеты тоже важны. То есть туалеты, ванны у вас должны быть идеально чистыми, чтобы это было уютно туда зайти. Кровати желательно убрать, остальное вот по желанию, да. И на многих, например, меблировка, она действует, потому что, о, типа халява, и там бесплатно и все остальное. И они по-хозяйски уже в мозгах своих, да, в голове они раскладывают уже свои вещи по вашим полкам. Поэтому желательно, чтобы мебель была пустая без ничего, и желательно вот кровати все-таки убирать. Вот не бойтесь убирать вот эти кровати. Или их надо просто, знаете, если у вас нет возможности вынести вот эти вот кровати или вообще убрать, да, их можно просто разобрать и поставить где-нибудь в углу, но не на том месте, где стоит кровать, да. Также наведите максимально такую вот генеральную уборочку сделайте, да, чтобы все было чистенько, чистенько, чистенько. Потому что вот это и психологически, и энергетически тоже очень сильно влияет на человека, приятно или неприятно. Когда чьи-то, например, знаете, вот как мы, девушки, расчесываемся, и куча волос где-то валяется, да, это влияет, да. Такие, чтобы никаких посторонних запахов не было. Потому что запах, девочки, он тоже на энергетическом уровне где-то либо отталкивает человека, либо, например, ну, чтобы пахло, например, чем-то нейтральным, чистотой, да, пахло. Уксус, я знаю, например, в старых домах, когда продают, берут прыскалку, туда вот уксус с водой и давай по стенам проходиться, да. Есть еще, девочки, специальные, это вот, кстати, лайфхак, есть такие недорогие, продаются озонаторы. Там они вообще недорого стоят, можете на любых маркетплейсах посмотреть, которые в розетку втыкаешь, нажимаешь на кнопочку, закрываешь помещение, и там такой вот запах озона такой идет, да. Потом надо, конечно, проветривать чуть-чуть, но вот этот запах чистоты, он просто, понимаете, он продается, понимаете, вот этот воздух тоже продается. Вы должны, когда продаете недвижимость свою, знать и понимать, что вы продаете вот этот воздух, вот эту энергетику, которая там есть, понимаете? И в зависимости от того, кого вы туда ведете, чистота, вот эта чистая энергетика узлов, сантехнических узлов максимальная должна быть, да, отсутствие кровати по-любому должно быть. И еще что? Совы, девочки, самые классные, вот, короче, всю недвижку, которую, например, мне кто-то пытался там, ну, просил продать и все остальное, совы, изображение совы, ну вот у меня есть смолы совки, да, и я вот просто вот засовываю где-нибудь сову как хранителя такого продажного дома. Все, продается очень быстро. Но у меня, может, 3-4 штуки я вот этих сов вот так вот, когда была. Ну, не часто, конечно, знаете, недвижку кто-то где-то продает из моих знакомых. Ну, короче, совы действуют. Поэтому вот, или маленькую какую-нибудь статуэточку такую поставьте, сову, да, она будет охранять от всего этого злого, чистить, даже когда вас нету дома, чтобы никакие там полудомовые, скажем так, не ходили. И давайте посмотрим. Еще не всегда торгуйтесь, девочки, всегда. То есть, если вас просят уступить какую-то небольшую сумму, чтобы типа не вам и не им, да, то вот эту маленькую сумму небольшую надо сторговать, да, сторговаться и не проторговаться, потому что и вам будет приятно, и покупателю приятно, и у вас вот это по деньгам будет очень классный обмен энергетикой. То есть вы немного уступили, он тоже где-то чего-то, да, и получается, что потом приходят опять вот эти вот какие-то денежки, да, и причем энергетика остается чистой. Поэтому я вам тоже советую никогда вот так, знаете, некоторые говорят, и они делают огромную ошибку.
потому что потом вот стопорится, и вот энергетика дома, недвижки, она тоже стопорится, когда не торгуешься. Вот это вот сам ритуал торговли, он очень прикольный, классный, и он никогда никому не мешает. Наоборот, улучшает денежные каналы, как у вас, так и у того человека. Потому что мне встречались такие люди, которые продают там столько-то тысяч и ни рублем меньше, или ни долларом меньше. Причем эти люди никогда таких сумм в руках не держали, потому что продают недвижку, например, которая досталась эм, там бесплатно, там дачные, например, кооперативы, которые, знаете, давным-давно раздавали просто так, а сейчас, когда их там приватизировали, они сейчас за деньги идут. Поэтому тоже вот к этому относитесь так. Если тоже вот вы даже будете что-то покупать ни граммом меньше, там, ни деньгой туда, ни сюда и все остальное, там будет какое-то стопорение с трудом. Например, будет техника ломаться, да, или по гарантии вы что-то будете возвращать. Оно вам надо? Нет, да. Поэтому желательно, чтобы вы тоже вот так своих покупателей обхаживали, что с вами можно договориться, с вами можно торговаться. И причем, знаете, некоторые такие моменты, которые важны, например, для человека, на них даже можно и даже и больше сумму говоришь, ты торгуешься, да, и торгуется еще на этих вот суммах, которые даже к недвижке не относятся. То есть, например, вот вы хотите продать, например, ну, допустим, 20 тысяч что-то или 2 миллиона, да, э, э, говорите немного больше, и потом на этих больше вы торгуетесь вместе с покупателем, и это самое такое вот безопасное, да, без урона, без ничего. Так, и вам хорошо, и им хорошо. И вот этот ритуалик такой обмена, вы торгуетесь, как говорится, о чем-то, что в воздухе висит, к вам особо не относится, к нему тоже, там вот поторговались, да, и на чем-то таком сошлись. Ну что, давайте еще посмотрим. Это такие небольшие советы вам для продажи. И, кстати, и не волнуйтесь, если у вас долго что-то не продается, ваша недвижимость, да. У каждой недвижимости свой срок вот этого нахождения в состоянии продажи. Свой срок. То есть у кого-то это быстро может уйти, а у кого-то годами уходит, да. То есть недвижимость, дом, квартира, они ждут не просто вот, знаете, вот хлеб быстро продается, да, там еще что-то быстро продается, машины медленнее продаются, да, дома еще медленнее продаются. То есть вы учитываете этот момент, что у каждого свой срок. И если вам определенная цена нужна, да, ну, и вы хотите ее вот все время держать, да, никогда вот прям в ноль в какой-то не скидываете, да, то есть в себе в убыток не скидываете. Ваша недвижимость, она будет продаваться вне зависимости от того, в каком эмоциональном состоянии вы находитесь, или как быстро вам надо потратить вот эти деньги, понимаете? И люди начинают бешено там скидывать на что-то. Не надо скидывать, да, свою цену определили и ждете. Да, можно ждать и год, и два, там, и три, но недвижимость должна продаваться вот по этой рыночной цене, где люди именно торгуются. Понимаете? На каждую недвижимость находится свой покупатель. На редкую недвижимость, да, или вот быстро расходятся однокомнатные квартиры, как горячие пирожки, на них больше зарабатывают, да, чем, например, на четырехкомнатных, трехкомнатных квартирах. Дома тяжелее продаются, коробки просто там, знаете, с крышей быстрее. И не сколько в это деньгах, сколько люди представляют, да. Представлять, как ты будешь жить в коробке, оно больше идет, вот я буду такую плитку покупать, там-то, это-то. Оно легче продается даже вот просто поэтому, да. И у человека есть, скажем так, а, пространство для фантазии, для своих фантазий. А когда дом уже готов, это уже, знаете, 4 стены, а еще и мебель, а еще и захламление какое-то. Это очень как будто вот в чужой дом ходишь, и ты понимаешь, что ну как ты его можешь купить? Это же чужой дом, понимаете? Это на уровне вот подсознания такое происходит. Ну что, давайте посмотрим, как вот в этом 2025 году продавать свою недвижимость. Будут ли покупатели? И вот он выпал, этот покупатель, король Хазардов.
Как продавать свою недвижимость в этом 2025 году? Будут ли трудности с продажей, девочки, недвижимости в 2025 году? Да. Почему еще? Потому что нерешительные в основном идут, да, и покупатели. И в основном сейчас покупатели именно такие, которые, эм, скажем так, залетные, да. То есть в основном покупатели вот сейчас идут такие, которые пришлые там с других местностей, там с других стран, с какими-то, возможно, вот шальными деньгами. То есть не то, что там человек, например, 20 лет копил, например, на свое жилье и все остальное. В основном вот такие вот идут, да. Дальше идут те, которые просто хотят посмотреть и ничего не делать, да, то есть не покупать, то есть люди без денег, то есть, скорее всего, с кредитами это, да, то есть им еще банки не одобрили никакого кредита, потому что, как говорится, нету объекта договора, да, то есть они дают обычно под какую-то определенную недвижимость, да, они просто так вот, я хочу купить дом, ну на тебе денег, нет. И идут такие кредитники, да, которые тоже не знают, чего они хотят, и там какие-то трудности с кредитами есть. То есть надо показывать свое жилье только вот тем людям, которым, скажем так, они уже уверены, что они купят. Потому что вы зря будете ходить и это все показывать людям, которые даже не знают, дадут ли им кредит. Понимаете, вот такие вот типа мечтатели. И дело в том, что каждый раз вот они будут смотреть, они будут пытаться с вами договариваться, но договариваться не о чем, потому что у них денег нету. Они, соответственно, с негативными эмоциями, да, с какими-то идут. И будут оставлять эти негативные эмоции у вас там. Поэтому, да, побольше отказывайтесь от таких людей, которые вот просто ни рыба, ни мясо, скажем так, да, и разведывайте, то есть выведываете у человека, есть ли у него вообще какие шансы по кредитам, для того, чтобы он не пришел к вам и с завистью не посмотрел на вашу недвижимость. А если уже все-таки такое где-то у вас произошло, вам надо тоже, опять-таки, энергетически чистить свои жилища, полы помыть, понимаете, как минимум. Тот же озонатор, еще раз повторюсь, использовать. Можно огнем чистить. То есть я, например, с двух сторон зажигаю свечу, ну, с одной стороны и с другой. И вот с этим рожком, как говорится, бумагу держу, потому что воск, чтобы не падал. И вот просто прохожусь по этой недвижимости. Вот, по дому чему-то, да. Вот такие вот дела. Вот таких людей вам надо опасаться, потому что можно нахвататься много такой вот энергетики, которая будет мешать вам продать вашу недвижимость потом. Потому что вот это, знаете, как намоленное место есть, а есть отмоленное, да, то есть там, где люди вот эту вот зависть, вот этот вот запах зависти, запах отчаяния, отчаянного желания купить, но нету денег, вот вам это не покупатели ваши. Понимаете? Вот такие вот дела. Дальше что-то еще. Пятерка кубков выпала, шестерка хазардов. Надо будет а, торговаться много. Иногда вам будет казаться, а стоит ли снижать, например, цену на недвижимость, если вы там хотите. Нет, не снижайте свои цены на недвижимость, потому что тогда вы будете не в очень хорошем состоянии, вы в тревоге будете. До этого колебания не доводите никогда в жизни, особенно в этом 25 году, да. То есть в 26 можете снизить. Сейчас в 25 до тревоги не снижайте. То есть что такое до тревоги не снижать цену? То есть, например, вы ставите какую-нибудь такую очень низкую цену, и вы думаете, что сразу ее схватит какой-нибудь хороший человек. Нифига, девочки. Вот за такие вот бросовые цены, скажем, там много можно подцепить вот этих, знаете, эм, риэлторов, хапук каких-то и все остальное. То есть вам-то тоже надо свою недвижимость в хорошие руки, да, пристроить, скажем так, и чтобы вам было хорошо, потому что вы будете это помнить, это раз, а во-вторых, вы будете распоряжаться этими деньгами, понимаете? Это очень важно. Вот такие дела. Дальше давайте посмотрим, как продать квартиру, недвижимость в этом 2025 году.
Если, девочки, вы продаете вот сейчас, ну, грубо говоря, будем говорить, недвижимость после покойника, да, то вы продадите ее только у кого есть тоже либо покойник уже какой-то, не хочу таким, знаете, банально. Короче, либо покойник есть, либо кто-то, например, подходящий к этому бремени, да. То есть, возможно, такому. Либо не продадите вообще, если это от покойника к вам пришло. А если не от покойника, от другого какого-то момента, любого другого. От другого, девочки, продадите. Если не от покойника, не по наследству вам пришло, то продажа идет, покупатели есть. Вот они, покупатели. И один будет сомневаться, другой сомневается, женщина какая-то выпала. Женщина с деньгами идет здесь. Вот, кстати, насчет продаж, да, тут идут к вам вот эти покупатели. Один идет опять безденежье, а другие покупатели с деньгами, да, которые есть. Продадите ли вы недвижимость? Продадите, девочки. Тут есть отторжение, вот эта вот девятка кубковая, да, что вы, как говорится, избавитесь от этой недвижимости. А почему это говорится так, что избавитесь в 25 году? Будьте осторожны, куда вы будете эти деньги тратить. Бойтесь вот этой вот налички какой-то, потому что в наличке могут быть, знаете, либо фальшивые, либо вы деньги получите, и как-то, знаете, долго они будут у вас вот в подвешенном каком-то состоянии. Поэтому, девочки, очень хорошо думаем, договоры составляем, да, договоры купли-продажи, вот прям нотариальные, все, чтобы не было никакого обмана. И не было никакого такого, каких-то неясностей по наличке у вас, потому что с наличкой тут вот идут проблемы. То есть, и кто будет за наличку продавать, вам будут сувать эту наличку, смотрите, чтобы это были настоящие деньги. Желательно при продаже домов, квартир, чтобы не вы были одни, а был с вами, например, какой-то мужчина, два мужчины были вместе с вами. У мужчин очень легкая рука для продажи недвижимости. Желательно, чтобы это был какой-то риэлтор. Не надо на этом экономить, на самом деле, да. Вот вы можете как-то хорошо договориться либо с риэлторами, либо кто там еще может оформлять у вас там где-то недвижимость, да. Э, да, Вот такие вот дела. А что еще? Что еще будет в 2025 году в продаже недвижимости? На потолки будут смотреть. Девочки, обращайте внимание на потолки. Покупатель смотрит на потолок, да, или на крышу, если это дом, да, и будет скидывать цену за потолки. Поэтому, девочки, снимаем паутинку, если где-то есть какие-то дыры, тоже заделайте хоть как-нибудь, да, чтобы там дождь не проникал, там еще что-то, потому что могут быть выяснения отношений, сбрасывание цены, потому что покупатель смотрит на потолок, и ему там не нравится. Но он, конечно, может это все решить, да, но, как говорится, за ваш счет, мои дорогие. Давайте еще посмотрим, что в 2025 году, как лучше продать, быстро продать. Девочки, многие из вас продадут недвижимость в этом году. Отчуждение недвижимости есть, да. Но тут еще один вопрос такой идет, куда пойдут ваши деньги от продажи этой недвижимости. Потому что здесь карта силы идет, как бы вам эти деньги нужны. Но есть один такой момент, что выпадает карта силы в хазардах. До этого хазарды. Очень много таких темных карт, которые говорят о том, что вы будете топтаться нога на ногу, да, с ноги на ногу, перетаптываться, да. То есть что-то какая-то загвоздка будет именно в том, куда вы собираетесь эти деньги вложить, увести, там что-нибудь с ними делать. Проблема еще, вот конкретная проблема в том, что вы должны представить вот эту свою денежную сумму, вот прям, знаете, материализовать ее в своем воображении, в своей голове. Но
как-то дальше у меня почему-то вот не идет расклад на то, что я вижу, что вы такие веселые, покупаете себе следующую недвижимость, либо там тратите деньги на свои нужды и все остальное. Как будто топчетесь на месте, да. И вот из-за того, когда вот денежный поток, это поток, который не имеет ни начала, ни конца. Понимаете? И он у вас тоже не должен быть концевым. А тут показывает, что на вас какой-то затор, понимаете, какая-то плотина, сделанная бобрами, девочки, да, что вот эту плотину себе надо убрать, и вот этот вот дальше денежный поток представлять, как вы с ним будете работать, что вы будете делать. И тут какая-то неувязочка идет. Именно вот так как мы гадаем на этот год, оно таки идет, девочки. Возможно, вы так абстрактно представляете, что дальше будет с вашим денежным потоком, вот именно этой суммы от недвижимости. А это большая сумма, понимаете? А у нас, я вам даже скажу, когда вот на таро раскладываешь, или даже без таро, у нас зигзагами все идет. Когда-то денег больше, когда-то меньше, когда-то больше, когда-то меньше. Есть наша максимальная сумма, которую мы можем иметь за жизнь, или там самая максимальная сумма в жизни, да, то есть определенно какая-то идет. И вы тоже можете подумать, потому что тут вот затыка какая-то выпадает по поводу того, э, у вас сейчас не идет, что это зигзаг вот такой вот больших денег, и вдруг вы стали так богатыми сильно. Нет, вы как будто можете продать, но и не чувствовать себя богатым. То есть какая-то такая вот затыка, по-другому я не могу сказать, девочки, другим словом, да, вашей вот этой вот силы. А это сила. Продажа недвижимости — это для вас сила. Но вообще не ясно, эм, вот ваши мысли по поводу того, куда эти деньги пойдут. Вы даже можете сказать: да нет, куда ж, мне не ясно, я там буду, планирую за эти деньги то-то, сё-то. Плохо планируете, девочки, да, потому что Таро показывает, что не планируете. Показывает эту силу, которая к вам придет, да, но ясное планирование нету. Что я могу посоветовать, как я это делаю, девочки? Вообще, вот как я для того, чтобы что-то вот сдвинуть с какой-то точки, да. Я себе, у меня в телефоне такая записная книжка есть, но я сначала в телефоне себе накидываю, но потом я очень люблю писать, я своей рукой, в своем органайзере, у меня все время, всю мою жизнь, девочки, есть тетради, вот такие органайзеры, планинги, как называется, да, я их веду. И просто туда записываю, что мне надо и все остальное. Вы тоже вот прям или лист А4 возьмите и напишите вот в подробностях, куда пойдут вот эти вот ваши деньги и все остальное. Написали, сложили. Через 3-4 дня с другими мыслями, на другой луне, скажем так, подошли к этому листочку, добавили что-то, да, добавили. И когда у вас выкристаллизуется эта картина, уйдут с вашего расклада хазарды, и будет хорошая продажа вашей недвижимости. Понимаете? Все, мои дорогие, вот такой вот был расклад. Пусть у вас все получится. Держу за вас пальчики. Продадите то, что вы хотите продать. Легко продадите и хорошо. Пусть у вас все получится.